Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и в этом видео мы будем вязать вот такой вот рельефный и ажурный узор спицами. Прекрасный узор как для летних вещей, так и для зимних воздушных вещей из какой-нибудь тонкой махеровой пряжи. Давайте изнаночку посмотрим. Готового изделия этим узором я не нашла, поэтому просто включайте свою фантазию, вдохновляйтесь и придумывайте, что бы вы могли связать такой вязкой. Раппорт этого узора 2 петли и 4 ряда в высоту. Набираю на спицы четное число петель. 8, 9, 10. 10 петель я набрала, этого будет достаточно для того, чтобы продемонстрировать этот узор. Перехожу к вязанию. Сначала будет установочный ряд, который в раппорт не входит. Итак, установочный ряд, изнаночная сторона. Первую кромочную снимаю, дальше все петли вяжу просто лицевыми. В данном случае лицевые я вяжу классикой. В этом узоре мы будем использовать восточные лицевые и классические лицевые. И про восточные лицевые расскажу в следующем ряду. Но именно в изнаночном ряду вяжем все классическими лицевыми. Установочный ряд готов. Разворачиваю изделие и перехожу к вязанию первого ряда узора. Первый ряд узора это будет лицевая сторона. Кромочную снимаю, не провязаны. И дальше работаю следующим образом. Первая петля изнаночная. Изнаночная я делаю тоже классикой. А вот дальше буду делать восточную лицевую на ряд ниже. Смотрите, как она делается. Вообще восточная лицевая вяжется следующим образом. Вставляю спицу в петлю, как обычно, и подхватываю нитку вот так. Спица идет ниже нити, а нить идет сверху спицы. И вот получается восточная лицевая. Да? Видите, она перевернулась, у нее левая ножка стоит ближе ко мне. В то время как в обычной лицевой спица идет сверху нити, и тогда у нее правая ножка становится ко мне, левая от меня. У меня есть отдельное подробное видео про восточные, бабушкины и классические петли. Оно будет внизу, либо вот здесь, вот по подсказочке вы его найдете. В этом же узоре мы вяжем восточную лицевую на ряд ниже. И смотрите, вставляю спицу на ряд ниже в петлю нижележащего ряда. Подхватываю нить восточной лицевой, вот так, а петлю этого ряда просто переснимаю. И вот что получается. Получается, что на правой спице образуется 2 петли. Дальше опять изнаночная. И дальше опять восточная лицевая в нижележащий ряд, на ряд ниже. Вот так. При этом после провязывания восточной лицевой эти 2 петли разворачиваются относительно своего положения на спице. То есть они становятся обе левой ножкой ко мне. Это не принципиально, точнее, это принципиально, но это будет исправлено в следующем ряду. Для того, чтобы связать следующий ряд, такое положение петель не мешает. Опять изнаночная. Восточная лицевая на ряд ниже. И верхнюю снимаю. Изнаночная, восточная лицевая на ряд ниже, изнаночная, кромочная вяжу я лицевой. Так, опять разворачиваю изделие и перехожу к следующему ряду. Это будет второй ряд узора, второй ряд, изнаночная сторона. И здесь все петли я вяжу лицевыми, но смотрите как. Кромочную опять сбрасываю, у меня идет 2 петли рядышком, да, это петля провязанная, восточная лицевая в предыдущем ряду, и петля сброшенная. Вот их провязываю вместе, причем обе эти петли сориентированы левой ножкой ко мне,
Поэтому я завожу спицу вот так, то есть справа налево завожу. Вот так заводить не надо, так вы получите скрещенные из-за того, что петли перевернуты на спице. Если вы их провяжете, заведя слева направо спицу, они будут скрещены. Поэтому завожу справа налево спицу в эти обе петли и делаю обычную лицевую, обычным подхватом. Дальше самая обычная петля, она была изнаночной провязана в предыдущем ряду, лицевая. 2 лицевых вместе, лицевая, 2 лицевых вместе, лицевая, 2 лицевых вместе, лицевая, кромочную, лицевой. Итак, третий ряд, лицевая сторона. Третий ряд будет аналогичен первому ряду, будет точно такой же раппорт, только в шахматном порядке относительно него. Первую петлю снимаю, это кромочная, и дальше вяжу так. Если начинали мы этот ряд с изнаночной, первый ряд мы начинали с изнаночной, то этот ряд начинаем с восточной лицевой на ряд ниже. Вставляю спицу на ряд ниже, делаю восточную лицевую и петлю перебрасываю, изнаночная. Ну и работаю так до конца ряда. На ряд ниже восточная лицевая и изнаночная. Почему здесь делается именно восточная лицевая? Потому что, смотрите, вставлю я петлю на ряд ниже и сделаю обычную лицевую, и что у меня получится, что если я дальше не предприму никаких действий и просто переброшу петлю, то у меня вот эта петля становится скрещенной. Мне скрещенные петли не нужны в этом узоре, поэтому, чтобы вот так вот каждый раз не перекидывать петли, не делать лишних движений, мы все-таки хотим сэкономить немножко времени и движения, я делаю просто восточную лицевую. Да? Мне кажется, это самый быстрый способ связать этот узор. Именно вот эта восточная лицевая на ряд ниже. И изнаночная. И дальше кромочная. Кромочную я вяжу лицевую. Можете вязать, как вы привыкли. И следующий ряд. Четвертый ряд, изнаночная сторона, он будет аналогичен второму ряду, но опять в шахматном порядке. Все петли лицевые. Лицевая и вот эта вот двойная лицевая вяжутся вместе. Лицевая, 2 петли вместе. Лицевая, вместе. Лицевая, вместе. И кромочную провязываю лицевой. Ну и дальше продолжаю повторять с 1 по 4 ряд на нужную высоту. Вот такой небольшой образец из голубой нитки я связала. Это лицевая сторона, это изнаночная, можно использовать любую. При круговом вязании этого узора делается все то же самое, но в изнаночных рядах. Они были четными в моем описании. В изнаночных рядах просто все петли вяжутся изнаночными. На хлопке, кстати, красивее смотрится, да? Все петли вяжутся изнаночными. Здесь при поворотном вязались они лицевыми, то есть и все остальное делается точно так же. Узор очень простой, можно вязать как по кругу, так и поворотными рядами. Большое спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели это видео. Если что-то было непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях. Спасибо заранее за ваши лайки, за подписку и за колокольчик. Пока-пока.